Всем привет, с вами Дэн, и знаете, много лет я вам хотел показать бренд Гиврил. Le Champ de Fonds, да? Швейцарский бренд, который, что называется, такой вот народный, да, то есть максимум качества, максимум характеристик за свои деньги. Всегда было интересно, уже лет 10, как хотел его показать, но вот в итоге показываю только уже в 26-м году. Итак, значит, вот здесь у них рекламочка, да, рекламочка Гиврил, у них есть еще суббренд GV2, более доступные модели, но сегодня у нас как раз флагманский Гиврил, и давайте смотреть. Значит, по поводу его истории. Она достаточно стандартна для швейцарских брендов, которые разорились в кварцевый кризис, а в 2001 году марку купил швейцарский бизнесмен Сэмюэль Фридман, перенес штаб-квартиру в Нью-Йорк, но производство осталось в Швейцарии, чтобы Swissmade писать на циферблатах часов. Они продаются глобально только на рынке США, и линейки все названы по достопримечательностям американских каких-то строений, зданий, истории, культуры и так далее. Хорошие механизмы, высокое качество, цены шикарные. Вот так про них пишут на американских форумах. И сегодня я вот подобрал именно, как мне кажется, самую такую бомбическую модель в том плане, что вот соотношение цена-качество. Здесь хронограф. Давайте смотреть. Хронограф в стиле Монако. У них много моделей, знаете, не то чтобы хамажи, но, что называется, в узнаваемых дизайнах. Значит, гарантийная карточка. Здесь вот называется линейка Herald Square хронограф. Как управлять этими часами. Ну и вот такая приятная вещица. И главное, это, конечно же, часы. Красивая коробка, дорогая, такая приятная. Знаете, из 2010-х, я бы сказал, когда еще внимание уделяли коробкам, чтобы они были тяжелые, чтобы они были качественные, чтобы ты понимал, за что, собственно, платишь баблос. И вот они. Ну, нет, вот даже вот сейчас в пленке я вижу, что это не Монако. Это не Монако, это в стилистике, это форм-фактор, прямоугольник, квадрат, спорт, хронограф, но это не Монако, прям ни в коем разе. Навеяно, да, хамаж нет. И это хорошо, потому что, ну, серьезным брендом негоже, собственно, заниматься хамажами. Слушайте, а здесь объемчик такой прям приятный объемчик. А что у нас здесь? Подзаведем эту красотулечку, да? Кстати, а вы знали, что в Best Watch вас ждет более 30 тысяч часов от ведущих мировых и российских брендов? Также у них доставка не только по России, но и по Беларуси и Казахстану. И есть программа лояльности с бонусами. Огромный выбор, оставил ссылку в описании к этому ролику, обязательно заходите, смотрите. Уж поверьте, выбрать есть из чего. Панда такая, ну не совсем панда, понятное дело, классические счетчики для яташки. И здесь внутри, знаете что? Да, внутри у нас ята 7750. Вот она, красотулечка-то, какая. Мощная, брутальная, как трактор, неубиваемая, красивая. И знаете что, я бы сказал? Это исчезающая ситуация сейчас на рынке, потому что найти хронограф на ETA 7750, где он? 5, 7, 10 лет назад полным-полно. Сейчас да хрен найдешь. Хрен найдешь. И более того, за адекватные деньги, потому что эти часы стоят ну где-то в районе $1000 США. Штайнхард даже, да, Штайнхард. Да, много дороже. А здесь Swissmade, Гиврил, ETA 7750 и плюс-минус где-то в районе $1000. Ну, понятное дело, на американском рынке, да, у нас это будет дороже, потому что у нас доставка, у нас страховка, у нас пошлины. Ну, у нас будет где-то 1200. Но все равно, даже за 1200 это где-то около 100 тысяч рублей. Хороший хрон швейцарский на этажке 7750. Как говорится, несите ваши деньги. Ну, давайте посмотрим по размерам. Значит, 38,2 немного. Здесь сколько? 38,2, интересно? 38.
От ушка до ушка 50. Ну, неплохо, кстати. И высота, с учетом ETA 7750, 13,7. Слушайте, а вот это ли не доступная швейцарская альтернатива TAG Heuer Monaco? А почему бы и нет? Мое запястье 18,5 в обхвате. Слушайте, они плохо. Они плохо. Да, они большие. Ну, они высокие. Они такие рубленые. Но это классно. Слушайте, а прикольно. А прикольно. На фотках они никакие, если честно. На запястье интересно. Прям интересно. Прям вот как будто бы вот таких часов не хватало. Потому что очень много всяких хронов, очень много каких-то хомажей Монако. Но вот что-то такого вот из 2010-х на рынке нет. А это оно. И это оно прям сделано классно, оно прям сделано нарочито грубо. Слушайте, класс, а мне нравится. А это прикольно. 140 грамм. Ребяточки, так это интересный вариант. Это интересный вариант, который еще и такой магнит для ремешочков. В базе здесь коричневый с белой прострочкой. Он окей, никаких вопросов. Он послужит вам, он приятный. Но я бы сюда прям разные добавил. И, конечно же, черный. Матовый, пухлый такой. Да, да. Нет, здесь, кстати, здесь очень хорошая застежка фирменная. Посмотрите, да. Застежка здесь прям хороша. Прям хорошо. Но я бы сюда поставил... И ремешок хороший. Вы не поймите меня неправильно. Да, здесь хороший ремешок. Но я бы поставил сюда что-нибудь черное. Прям явно черное. Пухлое. Матовое. И это будет прям бомбяо. Бомбяо. В базе хорошо. Застежка шикарная. Но хочется чего... Душа просит чего-то невообразимого. Потому что классный корпус. Вот он прям такой, видите, да? Рубленый. Ай, хорошо. Прям как небоскреб. Сатинирование везде. Резкие грани. Но нигде ничего резкого нет. В том плане, что они выглядят резкими. Но на ощупь они все сглаженные, они мягкие. Дата, день недели, ETA 7750, Геврил, Swissmade, утопленные здесь субциферблаты хронографа, секундной стрелки основной. Неожиданно. Разметка минутная идет по внутреннему ранту. Симпатично сделано. Разгружает циферблат. Слушайте, такой гральчик, я бы сказал, нашел. То есть шикарная альтернатива TAG Heuer Monaco. Если вы не хотите платить где-то $5000, вы можете заплатить около $1000, получить вкусняшку, и никто не скажет, что у вас Монако на руке. То есть это стилизация Монако, но это вот совершенно такие своеобразные часы с шикарным качеством изготовления. Мы сейчас, конечно, макро посмотрим. Но это открытие. Я рад, что познакомился с Геврилом. Надеюсь, что вы тоже рады, что с ним познакомились. Потому что вот всегда думал, а что это такое вообще непонятно, да? А оказывается, это весьма и весьма достойно. Кстати, вот уже делаю макро, но забыл, наверное, рассказать, что это за часы. В том плане, что здесь 316L сталь, еташечка 7750, такой трактор, да, максимально надежный, 50 метров водозащиты. Здесь кожаная, ремешок, итальянская кожа, сапфир с внутренним антибликом. Ну и в целом, что такое Геврил? Это Жак Геврил, часовщик швейцарский 18 века. Слушайте, ну по качеству здесь на свои бабки ребята отрабатывают. Я бы даже сказал больше, потому что вот подумайте, сколько возьмут сейчас, скажем так, более раскрученные швейцарские бренды за еташку 7750. Ну, порядка 2000 евро, где-то 1800, 1700, где-то так. Ну, то есть в долларах это от 2000. Ребята из Геврил берут в 2 раза меньше. Лимиточка 002, 500 штук. 002, неплохо, неплохо. Слушайте, Геврил прикольный бренд. Напишите, если у вас коллекция Геврил, какая модель и что еще может быть показать на канале. Я вам скажу так. Думал, что будет, ну, вот так себе.
оказалось намного интереснее, чем они стоят, намного интереснее, чем они на картинке. И я, честно говоря, очень и очень рад, что взял одну из моделей для обзора. Геврил прям, на мой взгляд, лайк, круто, интересно. Такие вот модельки из недавнего прошлого. С классными характеристиками, классными механизмами, классной ценой. И здесь придраться реально не к чему. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн, конечно же. Увидимся.